Сегодня видео о распространенной сейчас проблеме анихолизисе. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня сюжет о педикюре с неприятным сюрпризом. В процессе снятия гель-лака был замечен карман на ногтях больших пальцев. При современном ритме жизни многие девушки уже и забыли о том, как делать педикюр самостоятельно, полагаясь на мастеров нейл-сервиса. И нередко, когда возникает какая-нибудь проблема с ногтевыми пластинами, например, если ноготь начинает отслаиваться, большинство винит мастера. Хотя практика показывает, что часто подобные заболевания ногтевой пластины имеют механический характер, вследствие травмы, инфекционный характер или же вызваны внутренними причинами и воспалительными процессами, которые возникают в организме. Данный патологический процесс в основном возникает на одном пальце стоп или кистей рук. Реже может поражать сразу несколько пальцев, особенно в случае с внутренними инфекциями. В 60% случаях заболевание развивается вследствие травмы, механического повреждения ногтя или мягких тканей пальцев. В 30% анихолизис является результатом более серьезного заболевания – хронического дермомикоза. Оставшиеся 10% – это пиодермии, дерматозы и прочие системные соматические заболевания. Отслоение ногтевой пластины от ложа может возникать в любом возрасте. У женщин чаще всего анихолизис диагностируется вследствие механических травм. Очень часто девушки пренебрегают этой проблемой, что в корне неправильно. Наоборот, чем быстрее человек поймет проблему и начнет лечить, тем больше шансов, что ноготь быстро прирастет к гипонихию, то есть к мясу, от которого он отслоился. Что могу сделать я в таком случае? В первую очередь необходимо объяснить клиенту, что скрывая эту проблему под гель-лаком, мы еще больше усугубляем ее. Ноготь под гель-лаком еще больше отрывается от гипонихии, тем самым отдаляя нас от здорового ногтя. В карман под ноготь попадает вода, грязь. Это теплое и удобное место для различных патогенных микробов. Поэтому анихолизис, возникший впоследствии безобидной травмы, легко может перейти в грибковое заболевание. При таком объяснении, я думаю, клиентка уже не захочет беззаботно прятать эту проблему под гель-лаком. Следующим шагом является зачистка кармана. Обязательно необходимо срезать всю пустоту и истончить свободный край твердосплавной фрезой, чтобы ноготь не цеплялся за одежду и лучше происходило обновление клеток. Теперь необходимо отправить клиента на анализ, чтобы исключить инфекционные заболевания. Вот, собственно, и весь алгоритм действия мастера педикюра. В данный момент я срезаю отслоившийся ноготь, зачищаю твердосплавной фрезой. Если вижу еще пустой ноготь, убираю его полностью. Благодаря тому, что я истончила край фрезой, это сделать легко. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе моих новых видео. Теперь нанесла на кутикулу ремувер солю и отправляю ножки в воду на 10 минут.
Наношу кератолитик от торговой марки My Nails на огрубевшие участки кожи и заматываю пищевой пленкой. Тем временем обрабатываю пальчики. Есть еще вот такая вот мозоль между пальчиками. Она может возникать вследствие неудобной тесной обуви. Срезаю, насколько это возможно, накожницами. Для обработки стопы использую металлическую основу со сменными абразивами. Взяла 2 абразива 100 на 180 грит. Соткой счищаю кожу, 180 шлифую.
А в завершении полирую силиконовым полировщиком и промываю скрабом. Надеюсь, этот сюжет был вам полезен и интересен. С меня видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. Всем спасибо за просмотр, с вами была Ирина Брилева.